Всем привет, с вами Дэн и швейцарский часовой бренд Давоса, который в основном специализируется на дайверах, пилотах, а сегодня у нас на обзоре классика. Итак, Давоса из линейки Executive, как вы видите, классика. Ну и давайте сразу пройдемся по характеристикам. Здесь стальной корпус, сталь 316L, диаметр у него 40 миллиметров, высота чуть меньше, чем 10 миллиметров. Давайте посмотрим, что по ремешочку. 20. И от ушка до ушка, здесь достаточно короткие ушки, меньше, чем 46 миллиметров. Водозащита 50 метров. Внутри стоит Sellita SW200-1. Да, с автоподзаводом у нас механика. Давоса на роторе указано. Сапфировое стекло, плоское. Здесь ремешок из эко-кожи под крокодила. Системы быстрой замены нет. Ремешок достаточно пухленький. Ну, про него чуть попозже поговорим. Swissmade, разумеется. И ритейл в России примерно 98 тысяч рублей. Часы, кстати, для обзора предоставлены крупнейшей в России розничной сетью магазинов наручных часов All Time, за что им большое спасибо. Интересная моделька. И знаете, такая классика, да, которая отчасти отсылает нас в прошлое, куда-то вот к элегантным часам 50-х с тонкими стрелками, такими листьями, да, железнодорожной разметкой минутной. Очень красиво сделано. Циферблат цвета такого, ну, знаете, у него цвет, наверное, какое-то топленое молоко, в общем, такой теплый белый цвет. И здесь, понятное дело, что отчетливо прослеживаются нотки одной из, наверное, самых красивых классических моделей IWC Португеза. Часовые метки объемные, накладные, синего цвета. Здесь и точечки, да, вот такие на железной дороге, и сами метки. Красиво все в тон вместе со стрелками, аккуратно, нежно, элегантно, классно сделано. Кстати, есть другие варианты расцветки, но мне кажется, вот этот вариант, он самый, наверное, такой прям интересный. Пожалуй, гармонию нарушает лишь окошко даты у отметки 3 часа. Ну, поклонники даты со мной, вероятно, не согласятся. Корпус круглый, при этом он интересный. Он немножко сужается в верхней части, да, где рант, и чуть-чуть расширяется к нижней части. Поэтому где рант здесь даже будет поменьше, чем 40. Здесь, по-моему, около 39 или даже чуть меньше. За счет этого корпус кажется меньше, чем он есть на самом деле. Я потом покажу на запястье. Он носится как 39, даже может быть 38. Узкие ушки, они сразу загибаются вниз, они достаточно такие короткие, поэтому посадка удобная будет практически на любое среднее или небольшое запястье. Заводная головка достаточно крупная, может быть она слишком крупная для вот этих ушек и этого ранта, но с другой стороны ей удобно пользоваться, потому что она так легко брать, настраивать показания, да, по часам, по стрелкам и по дате. Поэтому здесь кому как. Ну и давайте посмотрим, на моем запястье 18,5 в обхвате. Да, видите, корпус небольшой, очень небольшой, и мне кажется, выглядит меньше, чем свои 40 мм. Для фанатов небольших часов, по-моему, в самый раз. Ремешок достаточно близко к корпусу, здесь каких-то дырок нет. Ремешок плотноватый в верхней части, его нужно будет разносить недельку-другую, этот момент обязательно учитывайте. Ну вот заводная головка вроде бы и нигде не мешает. Красиво, приятная посадка и такие классические часы на запястье. Мне нравится, как они сидят, как они выглядят. Пропорции здесь классные, прекрасно выверенные, читаемость, естественно, отличная. Здесь очень простой, чистый такой циферблат. Такая правильная, я бы сказал, классика. Что касается ремешка, то он как раз таки вот не классический, потому что визуально здесь все прекрасно. Аллигатор, белая прострочка, коричневый, теплый оттенок, да, теплый оттенок по циферблату, здесь все прекрасно сочетается. Но сама кожа здесь такая новомодная, да, эко-ремешок, Apple Skin из растительного и вторично переработанного сырья. Визуально он, понятное дело, не отличается от, скажем, вот классического изделия из натуральной кожи, ну, с таким паттерном, да, аллигатора. Поэтому, в принципе, окей, я думаю, но нужно поносить, нужно, чтобы он немножко приносился к запястью, да, прилип, что называется. Но к этим часам, в принципе, много чего интересного подойдет. Можно и более строгий черный, можно какой-нибудь серый, можно и синий, кстати, если вы хотите как-то поярче их сделать. Значит,
65 с небольшим грамм, так что эти часы легкие, эти часы небольшие. На запястье особо ощущаться не будут. Полировка везде зеркальная, по ранту. Рант достаточно такой высокий. Центральная часть узкая и задняя крышка. Такой трехобъемник, классический для 50-х или 60-х. Ну и задняя крышка прозрачная. Здесь можно рассмотреть механизм, селиточку, да? Что давайте посмотрим по циферблату уже в макро. Вот они, накладные метки. Мне нравится такой формат, нравятся такие метки именно вот на классике. Окошко даты аккуратно сделано. Ну и в целом по циферблату здесь все прям прекрасно, симпатично. И матовый циферблат как нельзя лучше подходит к этой стилистике. Ну и корпус полностью зеркальная полировка. Опять же, наверное, как мне кажется, дань уважения винтажикам. Ну, что скажу по итогам. Отличная классика, в такой узнаваемой и любимой многими стилистике. Характеристики здесь на высоте, качество отделки для своей цены весьма приятное. И что самое важное, модель имеет правильные пропорции. Напишите, как вам эта модель, какую модель из Давоса еще показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.